Привет всем! В общем, сегодня нашу программу открывает барабанная дробь «Смертельный номер». Выдохнули, 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 выдохнули. Так. Вы не поверите, но это очень опасно и очень боюсь, потому что этот кот дерет все, что можно и нельзя. О, ну смотри, какой ты хорошенький, ну. В общем, самая грустная история 2020 года для меня лично. Это был кот, которого я купила практически за 200 тысяч рублей и который оказался, вообще невменяемый. Но сегодняшнее видео наше совсем не об этом, так что ну его, кота этого. Вообще, сегодняшнее видео должно было быть о том, что я не люблю в Америке. То есть я ходила, наверное, я не знаю, месяца 2, как я приехала в Россию, и думала, так, я им расскажу, я вот это им скажу, вот это все они будут знать, что там и так, чтобы они не думали, что там так все хорошо, вот это, и это, и это, и это я перечислю. Но когда я села писать сценарий, я совершенно ничего не смогла вспомнить. То есть я так понимаю, что есть такое свойство в человеческой психике забывать плохое. И когда я села наконец говорить о том, что мне не нравится в Америке, я просто не смогла ничего вспомнить, кроме здравоохранения. Вот и поэтому это видео сегодня я решила рассказать вам о том, что мне нравится в Америке. Потому что, конечно же, как и у любой страны, в Америке есть свои плюсы и, конечно же, свои минусы. Сегодня мы будем говорить о плюсах. В первую очередь я бы сказала, что в Америке больше всего мне нравится отношение мужчины к женщине. В Америке женщина — это равноправный партнер мужчине. Мне очень нравится, что в Америке женщина к мужчине не относится как к спонсору, а мужчина в то же время к женщине не относится как к кухарке и домработнице. Конечно, честно вам признаюсь, многие годы я не могла понять и принять, почему американские пары, когда они идут в ресторан, каждый платит сам за себя. А как же мужчина, который ухаживает за женщиной, хочет ей сделать приятное, дарить подарки, не знаю, как наши женщины должен дарить шубу, машину, квартиру, еще что-то. В Америке такого нет. И я очень долго не понимала этот менталитет, но потом, когда я уже сама начала жить с мужчиной-американцем, до меня наконец-то дошло. Мужчина к женщине в Америке не относится как к кухарке, которая должна варить борщ, должна, убираться, должна ухаживать за детьми и всячески его обслуживать. Именно потому, что мужчина в Америке относится к женщине как к равному партнеру, это равенство распространяется на все аспекты жизни. То есть, если мужчина и женщина оба работают, они, извините меня, и дома делают все дела вместе, убираются вместе, делают стирку вместе, готовят еду вместе, я имею в виду вместе или по очереди, то есть разделяют эти обязанности. Что я вижу в последнее время в России, женщина до сих пор считает, наша русская женщина, что она убираться, стирать, готовить, кушать, это все ее женские обязанности, но при этом по логике вещей приносить хлеб в дом, то есть зарабатывать деньги, это мужская обязанность, да, но если мы разделяем на женские обязанности и на мужские, но что я вижу? Женщина делает свои женские обязанности, но при этом тоже ходит на работу. То есть, извините меня, если я делаю и женские обязанности, и мужские обязанности, то есть хожу на работу, почему тогда ты тоже не делаешь и свои мужские, так сказать, обязанности, и женские? Но в то же время мужик приходит, и он считает, что женщина ему должна поставить на полный стол. А женщина идет с работы, и вся уставшая, при этом она знает, что ей надо прийти домой, постирать, убрать, налепить, пельмени, образно говоря, да, и накормить своего мужчину. И при этом я знаю, что у многих мужиков претензии к женщине: а как это ты не приготовила мне поесть? То есть, извините меня, мы
как бы делим обязанности или мы их распределяем. Я знаю, что в некоторых американских семьях, где женщина не работает, например, она сидит дома с детьми, мужчина берет на себя полностью обязанность приносить в дом прибыль, женщина при этом, естественно, следит за домом. То есть, опять же, обязанности распределены. Я считаю, что партнерство в паре — это как раз-таки распределение обязанностей между мужчиной и женщиной. Но, как, к сожалению, я до сих пор вижу в России, что женщина, несмотря на то, что она взяла на себя, берет на себя мужскую роль, она также не может поделиться своей, так скажем, женской ролью, а мужчина не хочет, чтобы с ним делились женской ролью, делать домашние дела. То есть, по сути, мы получаем то на выходе, что мужчина женщине в Америке не должен, но и женщина в Америке мужчине тоже ничего не должна. Но если они хотят строить отношения, то, пожалуйста, будьте добры, вкладывайте одинаково. Делите свои счета, платите за все вместе 50/50, ухаживайте за детьми вместе, делайте уборку по очереди или вместе. Мне такое партнерство по душе. Следующий пункт, который мне нравится в США, это американская простота. Конечно, может быть, где-то в Беверли-Хиллз сидят в ресторанах девочки, которые каждая друг перед другом щеголяет сумочкой, щеголяет там, не знаю, туфельками какими-то, и это там все очень важно. Но вообще, в принципе, в Америке, да, в стране, люди друг перед другом не выпендриваются. То есть ситуация, когда кто-то перед кем-то, в основном, конечно, есть исключения, но в основном, в общей массе, ситуация, когда кто-то перед кем-то, не знаю, выпендривается своим телефоном, что это вообще, или машиной, это просто вообще невообразимо. В основном, если человек ездит на дорогом автомобиле, это значит, ему самому нравится и хочется и приятно ездить на таком автомобиле. Он не покупает автомобиль, чтобы впечатлить своих соседей. Конечно, наверное, у этого пункта есть своя оборотная медаль. Я считаю, что простота в Америке в какой-то степени даже зашкаливает, потому что как я одеваюсь там, даже я не знаю, сходить в салон красоты, сходить за хлебушком, сходить на массаж, сходить куда-то в торговый центр. Мне кажется, в России бы я так не оделась даже вынести мусор. Дело в том, что каждый, кто приезжает в Америку, я вам сейчас вообще совершенно не вру, русский человек, русская женщина приезжает в Америку, и она такая: да вы что, здесь обалдели, что ли? Вы что вообще напялили? Что это за штаны у тебя вообще? Ты что, у тебя кроксы на ногах? Ты что, прилично не можешь одеться? Ты же молодая женщина, ты что вообще, с дуба упала? Но, тем не менее, по прошествии какого-то совершенно непродолжительного времени этот человек, сколько уже, не знаю, раз доказано, начинает одеваться совершенно точно так же. Это я не знаю как. Представьте, что вы идете там в своем городе в дорогой ресторан, да, у вас там, например, день рождения, и вы не можете одеться некрасиво, да, то есть вы понимаете, что вам как бы хочется одеться красиво. В Америке все точно так же, да, только наоборот. Вы, когда выходите, и вы понимаете, что вы вышли в продуктовый магазин, не знаю, с красной помадой и каблуках, это как бы, не подходит. И вы начинаете подстраиваться под происходящее у вас вокруг. Это естественно. И поэтому я, как и все просто остальные американцы, мне стыдно сейчас в этом признаться, но я вам скажу честно, я хожу каждый день, совершенно у меня есть какие-то застиранные, выстиранные просто в усмерть треники, балетки, которые тоже уже, я не знаю, сколько им лет, и сумка через плечо, как бы я вот так хожу везде, и это совершенно нормально, совершенно приемлемо, что, конечно же, моей русской душе, моей русской женщине внутри меня совершенно не нравится. Когда я еду в Москву, для меня это просто бальзам на душу, потому что у меня шопинг, сразу я готовлюсь, думаю, боже мой, у меня будет такая сумочка, такое платьишко. Это мы уже уходим в минусы Америки, ладно, будем концентрироваться на плюсах.
Ну и следующий пункт, который вытекает из предыдущего, это онлайн-шоппинг. В Америке ему просто нет равных. У нас есть платформа, которая называется Amazon. Она самая популярная. Понятное дело, что есть другие платформы, но самая просто лидер платформа — это платформа Amazon. Там можно купить все, начиная с дешевых каких-то штучек, которые вы видите на Алиэкспрессе, заканчивая техникой и, не знаю, витаминами и едой. Даже можно еду заказывать через Amazon. Самый плюс этой платформы в том, что посылки приходят буквально за 2 дня. Имея подписку, это платная подписка в год, которая стоит недорого, ваши посылки будут приходить либо на следующий день, либо максимум через день. Возвраты тоже очень-очень легкие, не надо заполнять никаких форм, писать какие-то там паспортные данные, как в России, как бы куда-то звонить, ничего делать. Просто нажимаешь на сайте «Вернуть», выбираешь, как ты хочешь вернуть, ты можешь просто положить свой почтовый ящик, как бы сам запаковал, распечатал лейбл, положил в свой почтовый ящик, почтальон забрал. Либо ты можешь сходить в ближайший магазин, тоже несколько на выборах магазинов, ты можешь зайти туда и там просто отдать. Даже не запаковывать не надо, ничего не спрашивают у тебя, что, где, почему. Отдал, получил свои деньги обратно в течение 30 дней. Конечно, мне кажется, что такая простая форма возврата в России, наверное, толкала бы людей на злоупотребление платформы, потому что даже я иногда, признаюсь вам, делаю свои ASMR-видео, я использую какие-то триггеры, которые, мне кажется, я больше не буду никогда использовать, я могу заказывать это, использовала и вернула. В течение 30 дней они принимают все. Конечно, некоторые люди вообще сходят с ума, они что-то покупают, одевают, носят, а потом в течение 30 дней возвращают. Я считаю, что это вообще уже нехорошо. Так что вот, наверное, Amazon — это моя самая большая любовь в Америке. А у меня там не очень много любови, так что, мы об этом поговорим как-нибудь в следующем видео. Следующий пункт, который мне очень импонирует в Америке, это просто огромнейший выбор органик-продукции. И не только органик, а продукции, которая без ГМО, без глютена, без лактозы, без чего еще бывает. В общем, таким фанатикам здоровья, как я, это очень нравится, потому что вы приходите в магазин, и выбор здоровой пищи, здоровой еды, он очень велик. Конечно, можно спорить, насколько органик-продукция из США действительно органик, но все равно, например, когда я покупаю сельдерей, я очень люблю делать свежевыжатый сок из сельдерея. Сельдерей — это такой продукт, который просто нельзя не покупать не органик, потому что если вы берете неорганический сельдерей, вы просто потребляете огромное количество всяких химикатов, которым оно поливалось. Даже есть... Я не помню, надо посмотреть, сколько именно химикатов, статья научная я читала. То есть, например, в России у меня очень многом нет такого выбора. Какое-то время я была веганом, даже не какое-то время, а очень долго я была веганом. У меня была очень сложная диета, я не ела яйца, молоко и все по списку вниз. Мне было очень легко в Америке найти себе замену. То есть даже я помню, когда я стала даже не веганом, я была веган-сыроед. Когда я стала сыроедом, я даже набрала в весе, потому что для меня открылся такой просто, не знаю, список всех продуктов, которые я еще не попробовала, мне было очень интересно. Кстати, до сих пор очень люблю, я уже не веган, до сих пор очень люблю рисовое мороженое, просто моя самая вообще любовь. И соевое молоко органическое, которое мне очень нравится перед сном, если очень-очень-очень хочется кушать, а ты вроде как на диете, выпиваешь стаканчик соевого молока, и оно тебя очень наполняет, и уже можно идти спать. Органичность продукции распространяется не только на овощи, фрукты и какие-то, я не знаю, там десерты, оно также распространяется на мясо, что я считаю, что очень важно покупать мясо от коров
и других животных, которые не были скормлены на антибиотиках и прочих гадостей. Даже своего бойфренда, которого я просто, мне кажется, насильно приучила есть органическое мясо, он очень долго сопротивлялся, но потом сказал, что да, я согласен с тобой. Я считаю, что мясо с пометкой органик намного лучше качество, чем то, которое обычное. Следующий пункт в моем списке — это американская толерантность. А, так скажем, это тоже такой спорный пункт, потому что толерантность в Америке, к сожалению, в последнее время переходит все границы. Но для себя скажу, что я, в принципе, смотрю только на себя, на то, как она как бы затрагивает именно меня. И что мне очень нравится в американской толерантности, это то, что до тебя никому нет никакого дела. Буквально, я помню, когда я ездила в Магадан, наверное, где-то года 2 назад, по не очень приятным событиям, ко мне подошла одна женщина, которую я знаю, но, так скажем, она не моя не подруга, не даже близкая знакомая, мы с ней не общаемся. Она подошла ко мне и прям так сразу сказала: «Нина, надо родить». То есть я на самом деле выпала в такой осадок. Для меня это совершенно просто такая бестактность, чтобы человек ко мне подошел и сказал, что мне что-то надо. В Америке совершенно вам никто не скажет, что «Ой, да ты знаешь, часики у тебя тикают, да надо рожать, почему ты не вышла замуж, а почему ты не замужем, а что, ты никого не можешь найти, а что ты не можешь родить, а что тебе не от кого родить». Ну да, я как бы считаю, что в принципе спросить, есть ли у вас дети, меня иногда спрашивают, это в принципе где-то на том же уровне, когда спрашивают, есть ли у вас домашние питомцы. То есть, есть, нету. То есть нету какого-то такого тона в разговоре, который бы тебя осуждал или считал, что ты живешь неправильно, и все такое прочее. Мне это очень приятно, потому что, вы знаете, я такой человек, который, в принципе, наверное, жил всегда не по стандартам общества, наверное, с самого детства. Я всегда хотела чего-то такого, чего не хотели другие. И тем более сейчас, когда я занялась 1,5 года назад АСМР, это вообще было на самом деле, и до сих пор моим русским друзьям, моим родственникам совершенно это непонятно, но тем не менее в Америке я не считаю, что кто-то меня за это осудит или как-то посмотрит на меня косо или с каким-то непониманием. Занимается человек своим творчеством, и флаг в руки, как говорится. То есть для меня пункт американской толерантности, лично для меня, для моей жизни, я бы сказала, мне это очень приятно, что никто не лезет в мою личную жизнь и не говорит, как мне надо жить и что я должна делать, и, все в таком духе. И последний, наверное, пункт. Хотя, мне кажется, конечно, пунктов могло бы быть намного больше, но это, в принципе, те, которые пришли мне так скажем, на ум, когда я продумывала это видео. Последний пункт — это, конечно же, уровень американской жизни. Вообще, конечно, если сравнить среднюю американскую зарплату и среднерусскую зарплату, кто-то подумает: «Вау, да американцы такие богатые». Нет, американцы не богатые. У них, конечно, больше зарплата, если вы, опять же, сравниваете рубли с долларами, это невозможно сравнить, понятное дело, но и расходы такие же высокие. То есть примерно, так скажем, американец, работая среднюю работу, получает свои деньги, и опять же он их тратит на какие-то счета и нужды, и опять же у него остается немного. То есть примерно то, что мы видим в России, что человек только живет как бы по своим основным нуждам и практически не путешествует или вообще не путешествует. Мы это то же самое видим и в США. Но общий уровень жизни, общий как бы средний уровень того, как живут люди, он, я считаю, намного выше, чем в России. То есть, например, если человек работает где-то, не знаю, скажем, на фирме инженером в Америке и работает на фирме инженером хорошей фирмы в России, они оба возьмут ипотеку. Но в России это будет какая-то маленькая квартирка, так скажем, не в центре города, да, а в Америке это будет все-таки дом.
То есть загородный дом, он будет, скажем, двухэтажный как минимум, у него в комплексе, скорее всего, будет бассейн, спортзал и все такие приятные вещи. То есть средний человек в Америке чисто по физическим аспектам каким-то имеет больше, чем средний человек в России. Ну и вообще в Америке для людей, которые берут ипотеку, не принято, наверное, брать ипотеку на квартиры. То есть все живут в домах. Я считаю, что жить в своем доме, конечно, очень приятно. Я сама живу в своем доме. Иметь свое пространство, где ты можешь, не знаю, шуметь, где ты имеешь просто, не знаю, 150 всяких кладовок, где ты можешь разложить просто все свои вещи, иметь свой какой-то, садик, какой-то участочек. Это очень приятно. Конечно, это больше импонирует мне, наверное, чем иметь квартиру в городе. На самом деле у всех свои вкусы, о вкусах, как говорится, не спорят. Так что вот, это были мои пунктики об Америке, которые мне нравятся в этой стране. А на самом деле это чисто мой взгляд на ситуацию, не претендует совершенно ни на какую правду, ни на какую истину. Так что, возможно, другие люди, кто был в Америке, кто там живет, расскажут вам что-то совершенно другое. Я же просто делюсь своим опытом, своими знаниями с вами. Мне будет очень приятно, если вы поставите мне лайк, напишите мне комментарий и поделитесь этим видео хотя бы с одним своим другом. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что эхо вас не убило, потому что оно убивает совершенно меня. Но у нас сейчас такая, как сказать, студия тут, не студия, а чисто снимаем в квартире для собственного удовольствия. Ладно, в общем, до встречи в следующем видео.